Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал о психологии и искусстве. Меня зовут Анна Пиджаян, я психолог. И помимо этого я еще люблю искусство. Поэтому сегодня поговорим о знаменитых художниках, их психологических проблемах, конечно же, куда без них. Поговорим о том, как арт-терапия помогла им в свое время. Прежде чем начнем, я попрошу вас подписаться, поставить лайк этому видео. И очень прошу вас, поддержите начинающего блогера. Я вам буду очень благодарна. Итак, начнем, наверное, с определения, что такое арт-терапия. Арт-терапия — это форма психотерапии, которая использует разные, просто огромное количество творческих занятий, таких как рисование, пение, танцы, театр, музыка, для того, чтобы помочь людям справиться с их эмоциональными проблемами, улучшить свое психологическое здоровье, освоить новые навыки. Таким образом, этих видов арт-терапии огромное количество. Можете представить, сколько этих видов искусства существует, столько и примерно существует видов арт-терапии, их огромное количество. Таким образом, есть танцотерапия, музыкальная терапия, куклотерапия, драматерапия, это вот про театр, и многие-многие другие. Так что выбирайте свой. Итак, кто же у нас из знаменитых художников использовал арт-терапию? Первый у нас это Эдвард Мунк. Эдвард Мунк — это знаменитый норвежский художник, который популярен и знаменит благодаря своей картине «Крик». Мы все ее знаем, многие ее любят, многие не любят и не понимают, но она есть, и она сыграла свою роль в истории. Помимо того, что Эдвард Мунк был знаменит как художник, он также был знаменит тем, что он использовал арт-терапию для улучшения своего психологического состояния, чтобы справиться со своими сильными, сложными, глубокими эмоциями, выразить их. И арт-терапия даже помогала ему в личном психоанализе и помогала ему найти смысл в его работах. Кстати, вот во времена написания картины «Крик», это 1893, примерно в это же время Эдвард Мунк влюбился в одну прекрасную девушку. Эта любовь была недолгой, но очень-очень сильной, просто безумной. И после расставания с Милли Таулоу Эдвард Мунк написал огромное количество картин просто в таком экстазе, в своем горе. Помимо каких-то любовных историй, у Эдварда Мунка было очень много личных переживаний. Он был таким очень тревожным, депрессивным человеком в течение всей своей жизни. У него было очень много страхов, связанных с унаследованием психиатрических болезней. Он с помощью искусства мог выражать и рефлексировать на важные для него темы, очень помогало ему справиться с его психологическим состоянием. Он даже чувствовал, что это его наполняет, и это дает ему некоторый ресурс, поддержку и ощущение жизни. Действительно, это факт, что знаменитые художники, картины которых стоят миллионы долларов, они написали свои картины в не очень таком хорошем психологическом состоянии. И они выражали свои чувства на этих картинах, и очень сильные чувства, такие как экстаз, горе, страх, стресс и так далее. Мне вот интересно, что вы думаете об этом. Давайте обсудим это в комментариях. Я вас буду там ждать. Второй наш художник — это, точнее, художница Фрида Кало. Это мексиканская, очень популярная, знаменитая художница, которая вошла в такой список самых именитых художников Мексики. И она стала одной из самых влиятельных и таких очень
популярных художников XX века. В ее жизни было очень много трагических и жестоких событий, которые, конечно же, очень рано сподвигли ее к тому, чтобы применить арт-терапию для себя. И эти жестокие события также очень сильно повлияли на ее творческое наследие. Когда Фриде Кало было 17 лет, она попала в просто ужасную, серьезную аварию, в результате которой она получила множественные повреждения, переломы таза, ребер, позвоночника, локтя и ноги. То есть все ее тело было полностью повреждено. Это было просто катастрофически ужасно. Кало столкнулась с очень сильной болью, как физической, так и душевной. Она столкнулась с такой неподвижностью на протяжении многих-многих месяцев, и впоследствии она столкнулась с депрессией. Она нашла свое утешение в своей кисти и в своих красках. Вы знаете, в этой возможности сублимировать свои тяжелые, глубокие чувства, свое творчество. Например, ее картина «Госпиталь» Генри Форда, которую она нарисовала в 1932 году. Она изобразила девушку на больничной кушетке, которая лежит на спине, истекает кровью. Вокруг нее висят, даже я бы сказала, левитируют такие предметы, как человеческий таз, как улитка, цветок и другие предметы. Они связаны с этой девушкой красными нитями, как будто бы такими струнами. И на этой картине она изобразила себя, изобразила свою трагедию, то, что она попала в эту ужасную аварию, с чем пришлось ей потом столкнуться. Также у нее был выкидыш, то есть она с помощью этих символов показывает то внутреннее переживание, ту глубину и многообразие чувств и ее опыта, который она выразила в своей картине. Вот, скажите, пожалуйста, смотря на эту картину, поделитесь, что вы чувствуете. Давайте порефлексируем в комментариях. Я буду к вам присоединяться. Пишите. Итак, с помощью выражения своих чувств, своих переживаний в изобразительное искусство эти знаменитые художники смогли почувствовать этот терапевтический эффект от арт-терапии, действительно ощутить какую-то свободу, ощутить, что им стало лучше. И арт-терапия помогла этим знаменитым художникам, и она помогала и помогает очень-очень многим людям на Земле. В прошлом, как мы видим, в 19-20 веке, и также в 21 веке сейчас, в наше современное время. Арт-терапия, она помогает нам познать самих себя, помочь нам прожить тяжелые чувства, понять себя лучше, помочь разобраться со своими травмирующими ситуациями, нашими психологическими травмами. Арт-терапия очень хорошо работает с ПТСР, с комплексным ПТСР и так далее. Я хочу подсветить, что арт-терапия, она применяется не только с детьми, это не только рисование какое-то просто с детьми, да, но арт-терапия работает и со взрослыми людьми, в том числе, и с более старшим поколением, и с пожилыми людьми, с кем угодно. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, просто обратите внимание, насколько широкий, большой спектр применения есть у арт-терапии. Наверное, если вы это заметите, я буду уже рада. Наверное, это будет ощущение, что я сделала и выполнила какую-то свою миссию. Напишите, пожалуйста, о своем опыте арт-терапии в комментариях. И если вам интересно узнать, какой у меня был первый опыт в арт-терапии, напишите об этом в комментариях. Если наберется много желающих, я расскажу. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным, и вы узнали что-то новое. Я прошу вас, поделитесь этим видео со своими друзьями. Это поможет продвижению канала, и я вам буду очень-очень признательна.
за такую помощь и поддержку. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мне очень-очень приятно. Я надеюсь увидеться с вами скоро в следующем видео. Увидимся. Пока-пока.